Всем привет! Это видео о самодельном операторском съемочном кране с функцией слайдера. Раньше я видео снимал на потолочный штатив и был им вполне доволен. Хотя у него было два недостатка. Он все-таки был ограничен в перемещении камеры, и за счет большой длины этот штатив слегка раскачивался. Кроме того, при съемках DIY видео все-таки нужно частенько менять ракурс. Например, если вы что-то отрезаете болгаркой, то лучше расположить камеру сбоку. Или, например, сверху, если шлифуете. Если собираете что-то на столе, то камера должна располагаться сверху над столом со стороны стены. У крана таких недостатков нет, его можно установить в любом положении. Теперь о конструкции крана. Тренога сварена из труб диаметром 28 мм. Кран находится на трех поворотных колесиках с фиксацией, что позволяет перекатывать и фиксировать кран в любом положении. Основной шарнир оснащен закрытыми подшипниками, имеет ось диаметром 20 мм. Шарнир снимается. Если мне захочется установить сюда стойку для штатива или слайдер или еще что-нибудь другое, я могу легко модифицировать эту конструкцию. Здесь есть недостаток, что нет регулировки крана по горизонтали. Если вы будете повторять эту конструкцию, лучше эти стойки сделать регулируемыми. Но в моем случае кран будет эксплуатироваться в мастерской, а пол по горизонтали здесь абсолютно ровный. Внизу располагается съемный бетонный блок. При его наличии кран становится практически непереворачиваемым. Все уголки и пластины куплены в Leroy Merlin в отделе скобяных изделий, как, например, вот эти пластинки. Почему я называю этот кран миниатюрным? Из-за небольшой длины стрелы. Мне для мастерской больше и не надо. Стрела сделана из стальной профильной трубы. Я видел много конструкций, где стрелу делают из алюминиевых профилей. И в конечном счете видеокамера очень сильно раскачивается. Поэтому для большей надежности стрела сделана из профильной трубы 20 на 20, стенка 1,5. Многие, кто видел этот кран, спрашивают, зачем этот элемент. С ним он больше похож на пулемет. На самом деле это усиление стрелы, чтобы стрела была максимально жесткой, как, например, на настоящих башенных кранах. Чисто гипотетически для крана можно изготовить вторую, более длинную стрелу для съемок на улице. И, скорее всего, когда я в будущем году буду делать беседку, можно будет очень даже эффектно поснимать ее с высоты. Головной кронштейн для камеры сделан из трубы 15 на 15. Здесь также используются закрытые подшипники для плавного хода головы. Камера крепится на поворотной площадке, но в дальнейшем я планирую установить сюда нормальную видеоголову. На противоположном конце стрелы находится противовес из двух стальных пластин. Они могут перемещаться вперед-назад. Я все-таки планирую когда-нибудь поменять камеру на более профессиональную, которая все-таки потяжелее, или дополнительно установить накамерный свет. И для этого нужно будет только передвинуть эти грузы назад. На конце стрелы есть ограничитель. Для чего он нужен? Если вы решили снять камеру и не зафиксировали грузы, то стрела опрокидывается и грузы с грохотом падают назад. Для того, чтобы этого не было, как раз и сделан этот ограничитель. Ну и изюминка этой конструкции — это дополнительная тяга. Она дает крану дополнительную функцию слайдера, то есть возможность выполнения камерой горизонтальных проводок. Если тягу расположить параллельно стреле, то это заставит голову находиться в одном положении, параллельно тому, что вы снимаете. Если в районе головы мы уменьшим это расстояние, в районе стойки увеличим, то это позволит добиться эффекта, что камера как бы следит за центральным объектом. И наоборот, если в районе головы увеличим, а в районе стойки уменьшим, то камера будет как бы осматриваться по сторонам. Понятно, что тяги не совсем геометрически параллельны, и это настолько больше для горизонтальной съемки. Но тут много отверстий, и тягу всегда можно закрепить так, как хочется. У меня нет личного оператора, и поэтому, когда я буду снимать, кран будет некому двигать. В этом случае тяга не нужна, ее можно будет просто снять. В этом случае кран будет использоваться как штатив, нужно будет просто зафиксировать стрелу и голову, для этого есть специальные барашки. Для унификации большая часть болтов выбрана с диаметром 8 мм. Кран покрашен в радикально черный цвет, любимой мной молотковой краской. Ну и давайте немного поснимаем на природе. Правда, сейчас погода осенняя, мерзкая, но мы все равно что-нибудь снимем.
Этот съемочный кран является большей частью экспериментом, чтобы было удобнее и лучше снимать видео. Да, он неразборный, сделан из подручных материалов, которые нашлись в мастерской. Я даже не стал снимать, как он собирается, потому что постоянно в этой конструкции что-то переделывалось и, возможно, будет переделываться. Но он свои функции выполняет. Конструкция не сильно сложная, и повторить ее сможет каждый. Для тех, кто будет собирать или проектировать подобную конструкцию, приведу габаритные размеры этого крана. Колесики диаметром 75 мм, тренога из труб внизу 40 сантиметров, длина 70, штатив 20, даже 22, наверное, 22. Высота от земли 88 сантиметров, длина стрелы 1,20 м. Я спустя какое-то время планирую поделиться опытом съемок с этого крана. Если информация вам интересна или у вас есть вопросы по поводу этого крана, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Надеюсь, дальнейшие видео будут сниматься побыстрее и выглядеть интереснее. Ну и в дальнейшем я хочу моторизировать этот кран-слайдер. В этом плане есть кое-какие идеи, но я еще не определился до конца. Если видео с этим краном было вам полезно, ставьте лайки. Чтобы не потерять это видео, подписывайтесь на канал. Ну а на этом, в общем-то, все. Всем удачи!